Всем привет! В общем, мы в Атланте, сегодня у нас медиа-день, и мы решили ответить на некоторые вопросы, которые могут быть вам интересны, и те, которые задавали, собственно, и нам в личку, да и вообще просто немножко рассказать больше о том, что у нас происходит, и, собственно, как вообще будет на мы с турнире все Амираном, проходить. да, будем за это все рассказывать. Что ж, привет, Ваня, привет, Амиран. Первый вопрос, Ваня, тебе. Как вы долетели и как собираетесь бороться с джетлагом? Ну, вообще, как бы очень классно, что E-лига позволяет нам прилететь заранее, за пару дней. То есть мы прилетели, получается, вчера, и у нас будет через 3 дня первый матч, и будет пара практис дней, когда мы можем более-менее привыкнуть к режиму. То же самое было нам в квалификациях мажора, в принципе, это достаточно клево. Долетели, в принципе, неплохо, были, конечно, определенные приключения, да, там Кирилл немножко опаздывал на самолет, но благо все получилось. Потом Зера и Dead Fox, они летели отдельным рейсом через Чикаго, и их рейс задержался по-моему, часа на 3, и они очень поздно прилетели. Но, в принципе, перелет был достаточно комфортный, все было клево, и, в принципе, я не вижу, чтобы ребята были уставшие. Амиран, ты впервые находишься на ивенте от E-лиги. Как вас приняли? Приняли очень круто. Мы вчера приехали, летели вместе с французами, с Гвардианом. Нам Гвардиан как раз, ему спасибо большое, выручил. Нас довезли на его шаттле. В общем, все круто, гостиница крутая. Вот я вообще первый раз попал в Америку, именно и на Тернер. Наверное, первый раз надо попасть именно в такую ситуацию, потому что ты видишь, насколько уровень именно продакшена и вообще всего, приемов всех отличается от других турниров. И я вообще очень рад, и очень круто все проходит. Вань, был ли у вас буткемп перед мажором? Нет, как, собственно, мы говорили до этого в социалках, буткемп у нас сделать не получилось. В первую очередь по той причине, что у наших ребят из Словакии, у них заканчивается семестр, и им нужно было сдавать экзамены, они просто тупо не могли пропустить. Но мы много работали онлайн, старались, собственно, сделать, выжать максимум из того времени, которое у нас было. Много времени тренировались и пытались, скажем так, правильно составить график тренировок. Некоторые дни у нас были там по 10 и даже больше часов, когда мы собирались на обсуждение, 4 прака играли, делали перерыв, час или полтора, потом играли еще 4 прака. То есть, в принципе, очень много времени тратили. И у нас как-то так получилось, что я не чувствую, что нам прям обязательно буткемп. Некоторые команды его делают, но у нас достаточно хорошо идет работа онлайн. Собственно, посмотрим, какой уровень получится показать. Понятно, что ребята немножко откликались на учебу, и это чувствовалось как бы в том, что видно, что 100% концентрации игроков как бы не было. Ну и плюс после 2-недельного отдыха, который был у всех команд в конце декабря и в начале января, нужно приходить, собственно, в рабочий режим. Но я думаю, что мы справились и достаточно неплохо все прошло. Я хотел бы добавить еще по этому вопросу, что нам как раз выделили 2 дня еще в E-лига поиграть, и как раз вот это будет для нас мини-буткэмп, и то, что мы где-то что-то не успели пофиксить, мне кажется, как раз эти 2 дня нам дадут подготовиться отлично вообще. Амиран, как ты можешь оценить текущую подготовку Hellraisers? Вообще, ребята, Ваня уже как бы сказал, играли очень много. Конечно, хотелось бы еще больше, но мы должны понимать, что ребята все живые люди, им надо как-то отдыхать минимально. Учеба, то есть многие писали, я читал, что как бы ты должен выбирать в первую очередь игру, но вы понимаете, что кроме игры как бы есть еще другие аспекты, когда учеба, я считаю, очень важная вещь, и на нее никогда нельзя забивать, потому что ты не знаешь, что будет потом, а как бы эти знания, приобретенные в университете или там в школе, они тебе дадут плюс. А вообще я доволен, в общем, тренировкой. Конечно, можно было бы еще получше, но, я же говорю, вот эти как раз пару дней, я думаю, мы успеем пофиксить все, что у нас не получалось. Я хотел бы еще добавить, что как раз сейчас такой период, когда ребята Зера и Стика, они заканчивают свои экзамены, и после этого берут другие планы обучения. Патрик, он вообще возьмет пару месяцев, скажем так, отдыха, чтобы посмотреть, как у него получится фокусироваться только на КСе.
Мартина, по-моему, он переходит совершенно тоже на полностью свободный график. И, собственно, это был такой момент, когда они должны были закончить, чтобы перейти на более новый, более свободный режим обучения. Вань, вопрос тебе. Сколько дней команда тренировалась перед турниром и с кем вы успели поиграть в праке и каковы, собственно, результаты? Сколько именно дней? Трудно прикинуть. Мы, по-моему, собрались 6-го. Выходных у нас было, по-моему, только 2, потому как в один из дней выпали квалификации на Вегас. Ну, сколько, если посчитать? Сегодня у нас 19-е, да? То есть, 2 недели. ну, почти, по сути, там полностью рабочих, может быть, 11-12 дней, плюс-минус. Играли, собственно, с многими командами топовыми. Плюс некоторые команды приехали в Европу на буткемп, например, с Liquid успели поиграть. Ну, в принципе, по результатам что-то получалось, что-то нет. У нас как бы команда такая, что когда мы собраны, мы можем показать очень крутую игру. Но когда не собраны полностью, то могут быть небольшие проблемы. Но мне кажется, что хорошо, когда на тренировках все не получается, потому как ты, ну как бы, точнее, не все получается, потому как ты более правильно фокусируешься на своих ошибках, потом на турнире это очень помогает. Да, это проблема, когда ты всех топовые команды постоянно выигрываешь, и очень часто тебе просто там говорят, что тебе нечего разбирать, потому что вот там мы выиграли Астралис, мы выиграли СК, а тут, когда тебе тяжело, ты понимаешь, что тебе можно еще разобрать, улучшить. Амиран, как ты знаешь, сейчас проходит Pick'em Challenge в CSGO. Поделись, пожалуйста, своими прогнозами на этот мажор. Все команды ты именно хочешь? Я так понял, это имеется в виду команды, которые займут после групповой стадии 3-0, какая команда, которая 0-3, и команда, которая выходит с группы. Я не знаю, как бы у меня очень большие надежды на нашу команду, и я просчитываю, что мы войдем в топ-8. Мне кажется, что Liquid и Flipside, даже вот Flipside после победы на DreamHack Leipzig, это одни из главных аутсайдеров. А фавориты, мне кажется, это будет в первую очередь команда Astralis и команда... Вот тут вопрос с Virtus.pro, понимаете? То есть они опять соберутся, как каждый турнир это делают, или не соберутся? Ну вот многие, с кем я общался, говорили, что это ВП вернутся, но мне вот кажется, что у них очень большие проблемы возникнут на этом турнире. И как раз вот эта поездка, мне кажется, была лишняя в Китай, потому что это дополнительный, как сказать, перелет, стресс минимальный. Еще они не выиграли, я думаю, что у них все-таки могут возникнуть проблемы. А фавориты, для меня, это фавориты Астралис. Вань, какие ожидания команды от E-League Major 2017? Ну, вообще, как бы мы... понятно, что все игроки, они хотят выйти из группы, хотят попасть в топ-8. Все-таки это гарантированное участие на следующем мейджоре. Но я бы, скажем так, я не люблю игрокам прям ставить такие жесткие цели относительно того, что вот мы должны, потому как создается дополнительное давление, которое влияет на уровень игры, и игроки начинают думать немного, ну, как бы какая-то часть их мыслей во время раунда думает не о деталях игры, как сделать все максимально классно, а о том, какой будет итоговый результат. Это неправильно. Ожидания, у меня всегда ожидание это приехать и показать хорошую игру, чтобы наши болельщики смотрели и понимали, что Хайр играет круто. Для меня это главное. Амиран, готовы ли вы удивить всех чем-то нестандартным, если это не секрет, конечно? Ну, я не знаю, мне кажется, не в удивлении фишка, а главное показать свою игру, то, что команда готовила, и давить на максимум полностью. А удивлять, ну, если имеется в виду сыграть хорошо с топовыми командами, да, конечно. Если не готовиться на лучшие команды, то нет смысла вообще ездить на такие турниры. Поэтому я уверен, что мы кого-то удивим. Есть одна фишечка, которая еще даже Амиран удивился, когда мы начали ее отрабатывать, но мы не будем сейчас раскрывать. Да, у нас есть моменты. секретные. Я надеюсь, что у нас будет возможность ее показать. Ну и напоследок пару слов фанатам команды, которые с нетерпением ждут уже начала мажора. Ну, я хотел бы сказать, что, во-первых, спасибо всем, кто смотрит, кто поддерживает игроков в первую очередь. Потому как для многих из них выход на мейджор это было, мне кажется, очень, очень важно. И реально ребята долго работали, много было ситуаций, когда, казалось бы, другие бы уже сдались, но вот, например, тоже Кирилл Ангел, он очень много работал, и видно, что очень старался. И я очень рад, что наконец он на мейджоре, что у него есть свой стикер, и очень рад, что фанаты нашей команды после такого долгого перерыва смогут, собственно, позволить себе наклеить стикеры на ганы свои, потому как другие фанаты этим хвастаются, а чем наши хуже. Вот мы очень сильно старались для этого, ребят, честно.
И спасибо вам, что нас поддерживаете. Это очень чувствуется. Ну, я присоединюсь полностью к Ване. Спасибо большое, что болеете за ребят. Единственное, еще хотел сказать, что как бы самые верные фанаты прошли с нами этот путь не один год. И спасибо вам, что вы с нами, что верили до конца в команду. И в моменты, когда мы играли очень плохо и не могли ничего сделать, вы остались с нами. Поэтому, наверное, лучшие фанаты показываются в беде. Поэтому мы делаем все для вас. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока.